Всем привет! Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию маленькой сумочки кроссбоди с узором елочки. Вот такая сумка у нас получится на мастер-классе. По размеру она получается небольшая, примерно 23 на 15 сантиметров. На этом мастер-классе мы рассмотрим с вами основной узор елочки, таким образом, чтобы скрутка нити смотрела вовнутрь. Также обычный узор столбиками без накидов для вязания полотна сумочки. Посмотрим и научимся, как вязать боковинки и как пришивать боковинки к сумке, устанавливать фурнитуру. И для вязания этой сумки у меня ушел ровно один моточек трикотажной пряжи. Если вы захотите сделать дополнительные аксессуары, как, например, длинный вязаный ремешок, кисточка, короткая ручка, то, скорее всего, вам понадобится еще пряжа. А для этой сумочки уходит ровно один моточек, 100 метров, 330 грамм. Желаю вам приятного вязания. Материалы для вязания сумочки: трикотажная пряжа Алтын, цвет небесный, один моточек, в каждом мотке 100 метров, 330 грамм, толщина нити 7-9 миллиметров. Крючок номер 6. Из фурнитуры магнитная кнопка пришивная 2 штуки, полукольца 20 миллиметров 2 штуки и карабины с цепочкой 120 сантиметров. Начинаем вязание. Берем пряжу, начинаем ее разматывать с внешней стороны мотка. На 2-3 метра вперед размотали и слегка нужно растянуть. И так делаем в процессе всей работы. Сделайте узелок и затем наберите 16 воздушных петель. Готово. Набрали 16 воздушных петелек. Теперь первую петельку пропускаем, вводим крючок в следующую петлю за заднюю полупетельку. При этом здесь мы с вами уже будем вязать узор. Нитку придерживаем так, чтобы скрутка смотрела наверх. Захватываем ниточку, вытягиваем длинную петлю. И здесь получается скрутка должна смотреть внутрь. И затем провязываем столбик без накида. Вяжем следующую петельку, вводим крючок вот в эту петлю и в следующую петлю внизу. Опять захватываем ниточку так, чтобы скрутка смотрела наверх. Когда вытягиваем петлю наверх, скрутка должна смотреть вовнутрь. Петли старайтесь сделать немножко подлиннее, чем вот эта петля. Вот эта должна быть длиннее. И провязываем столбик без накида. Вот у нас уже получается узор. Вводим крючок в эту петлю и в следующую. Захватываем ниточку и провязываем столбик без накида. И так продолжаем вязать до конца ряда. Всего должно получиться 15 петель. При этом старайтесь верхнюю петельку делать потуже. То есть вот эта петля, когда вы ее вытягиваете, она должна быть у вас короткая. Продолжаем, вяжем до конца ряда. Закончили, довязали до конца ряда. Теперь, если посчитать вот так по верхним стежкам, у нас получается 15 петель. В конце делаем одну воздушную петельку для подъема следующего ряда. Переворачиваем, нитка остается перед работой. Вяжем второй ряд узора. Вводим крючок вот сюда под первый стежок.
И с противоположной стороны крючок должен выйти вот под этой линией. И теперь нам нужно захватить нитку так, чтобы скрутка смотрела наверх, крючок находится с правой стороны от ниточки. Вытягиваем. И теперь смотрите, скрутка смотрит внутрь. Здесь тоже нужно сделать длинную петельку. И затем провязываем столбик без накида. Продолжаем. Вводим крючок под предыдущую петлю и внизу, так, чтобы вышло под линией. Захватываем нитку. Крючок находится справа, скрутка нитки смотрит вверх. Вытягиваем. И получается, что скрутка смотрит вовнутрь. И провязываем столбик без накида. И так продолжаем вязать до конца ряда. И продолжаем, вяжем до конца ряда. Так, заканчиваем ряд. Вот здесь хотела вам показать, как вязать последнюю петельку. Вот последняя петля. И вот так мы провязываем последнюю петельку. Теперь переворачиваем. Нитка остается позади работы. И теперь мы с вами будем повторять вязание лицевого ряда. Вводим крючок спереди назад, так, чтобы у нас крючок прошел вот под этой линией. Скрутка смотрит наверх. Здесь, если у вас нитка перекрутилась, можно просто вот так покрутить вязание и выровнять ниточку. Вот. Придерживаем нитку скруткой наверх. Захватываем ниточку, вытягиваем и провязываем столбик без накида. Теперь вводим крючок под эту петлю и вот сюда, здесь должно выйти под линией. Захватываем нитку скруткой наверх и провязываем. Здесь можно еще при этом придерживать рукой, чтобы петли не перекручивались. Продолжаем. И так вяжем до конца ряда. Таким образом мы с вами все время будем вязать лицевые ряды. И так, как мы вязали в предыдущем ряду, так мы будем вязать изнаночные ряды. Продолжаем так вязать. Вяжем всего 14 рядов. Продолжаем вязать самостоятельно. Не забывайте в каждом ряду пересчитывать количество петель, потому что при вязании этого узора самая распространенная ошибка – это потеря первой или последней петли. Поэтому всегда ориентируйтесь вот по вот этим верхним стежкам. В каждом ряду у вас должно быть по 15 стежков. Итак, вот мы с вами закончили. Связали 14 рядов. Давайте посчитаем вот так по парам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пар, 14 рядов. По размеру у нас эта деталь получается длина 20 сантиметров, ширина 18 сантиметров. И далее мы будем с вами делать обвязку вот здесь по краю клапана. Переворачиваем, делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Здесь нам нужно будет сделать прибавки. Отсчитываем от края 4 ряда, ставим маркер. И с этой стороны отсчитываем 4 ряда, ставим маркер. И теперь вяжем столбиками без накида. Вводим крючок вот так за
крайние петельки в каждом ряду и провязываем столбиками без накида. При этом старайтесь сделать на крючке петля короткая, ту, которую вытягиваете из полотна, в 2 раза длиннее. Тогда будут получаться красивые петельки. Вот здесь у меня стоит маркер, значит здесь я провязываю двойную петельку. 1, 2. И продолжаем до следующего маркера. И вот здесь у меня стоит маркер, здесь тоже провязываю 2 петли в одно основание. Довязываем до конца ряда. И вот здесь последняя петелька, это была у нас воздушная петля, в нее тоже провязываем. Итого, в общем, у нас должно здесь получиться 17 петель. Давайте вместе посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 петелек. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Переворачиваем, нитка остается позади работы. И теперь все ряды уже вяжем одинаково, без прибавок. Вводим крючок под основные петли и провязываем столбиками без накида по 17 петель в каждом ряду. Всего нужно связать 26 рядов. Вот сейчас мы с вами вяжем второй ряд и так далее. Продолжаем. Давайте сейчас довяжем до конца второго ряда. Итак, закончили второй ряд. Вот провязали 17 петель. В конце каждого ряда делайте воздушную петельку для подъема следующего ряда. Переворачиваете, нитка остается позади работы. И продолжаем так вязать всего 26 рядов. Закончили, связали 26 рядов по 17 петель в каждом ряду. Ширина получается примерно 19-20 сантиметров и длина 27 сантиметров. И в общем длина всей детали, основной детали сумки, 44 сантиметра. Теперь нам нужно с вами сделать обвязку вот так полностью по всему периметру края сумки. В конце делаем воздушную петельку. Теперь вводим крючок вот сюда между первым и вторым рядом и провязываем столбик без накида. И так продолжаем вот так между рядами, вводим крючок и вяжем столбики без накидов. Итого нам нужно связать здесь 26 петель, 26 рядов было, на каждый ряд по одной петельке. И встречаемся вот здесь возле клапана. Закончили, связали 26 петелек. Теперь переходим вот сюда на сторону с клапаном. И здесь мы с вами вводим крючок так, чтобы вот здесь он у нас вышел вот под этой линией. И тоже вяжем столбиками без накида. Здесь у нас было 15 рядов. Значит, нам нужно связать 15 петелек. Вот здесь у нас осталась одна последняя петелька на уголке, вот она. Провязываем ее. Затем делаем одну воздушную петлю и переходим на другую сторону. Обвязку. Опять вводим крючок в это же основание. Провязываем столбик без накида. И двигаемся дальше. Теперь вводим крючок за первую петельку следующего ряда. И вяжем одну петлю и так далее. Теперь переходим на следующую сторону, опять делаем воздушную петлю и теперь уже вводим крючок вот за эти боковые петельки, кончик нити придерживаем, провязываем внутри петелек и провязываем. И здесь уже крючок вводим вот за эти основные петли. Продолжаем вязать и вот так провязываем полностью до конца. Итого у меня здесь получается вот по этой стороне 40 петель. Теперь в конце делаем воздушную петельку и переходим сразу вот по этой стороне, вяжем соединительными столбиками. Только за одну полупетельку провязываем соединительные столбики.
Вот так у нас получается. И вот здесь последняя петелька воздушная. Закончили. Теперь можно взять нитку изнутри моточка, вот так, и мы будем с вами вязать боковинки. Ниточку нужно будет тоже хорошенько растянуть. Вяжем боковинки для сумки, оставляем короткий кончик сантиметра 3. Вначале делаем узелок, затем набираем 6 воздушных петель. Первую петельку пропускаем, следующую за заднюю полупетлю провязываем столбик без накида и продолжаем до конца ряда, всего 5 столбиков в первом ряду. Закончили. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Кончик нити вот так поднимаем наверх. Сейчас спрячем его в следующем ряду, переворачиваем, нитка позади работы. Здесь мы будем ввязывать с вами полукольца. Вначале провязываем одну петельку, затем берем полуколечко, прикладываем спереди и через полукольцо провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И еще одна петля до конца ряда. И в конце каждого ряда делаем воздушную петельку. Лишнюю нитку отрезаем. Продолжаем вязание. Вяжем еще 8 рядов, итого нужно связать 10 рядов. И крючок вводим под основные петли. В каждом ряду по 5 столбиков без накида. Вот такая у нас получается боковинка. Всего 10 рядов, считаем попарно. 1, 2, 3, 4, 5 пар. По 5 петель в каждом ряду. В конце ниточку отрезаем. Петлю вытягиваем. Берем тонкий крючок и прячем нитку внутри петель последнего ряда. Готово. По размеру боковинка у нас получается длина примерно 11-12 сантиметров и ширина 5-6 сантиметров. Точно так же мы вяжем с вами вторую боковинку. Закончили. Вот у меня теперь есть 2 боковинки, и теперь нам нужно будет пришить их к сумочке. Пришиваем боковинки, берем одну деталь. Здесь в конце мы делаем воздушную петлю, затем вводим крючок за одну полупетельку следующей петли. Здесь тоже вводим крючок за полупетельку петли, которая относится к первому ряду, и провязываем соединительным столбиком. Вот так. Следующая петля. И так продолжаем, двигаемся полностью по всему периметру. Всего у нас здесь с вами должно быть задействовано 25 петель. Готова одна сторона. Теперь мы переходим на другую сторону, вот так, на донышко. Также здесь вводим крючок за полупетлю. Здесь, кстати, мы использовали 10 петель, у нас 10 рядов, и здесь 10 петель. Здесь вводим крючок тоже за полупетлю, провязываем соединительный столбик и продолжаем.
Соединили на донышке еще 5 петель. И остается еще 10 петель по этой стороне и по этой стороне. Их тоже присоединяем самостоятельно. Закончили. Полностью пришили. Теперь продолжаем. Делаем обвязку соединительными столбиками по краю клапана. Вот так. И вот так продолжаем полностью по всему периметру, вот до этой точки. Сделали обвязку, вот так полностью по контуру. И вот здесь у меня остается не провязанных 25 петель. Берем вторую боковинку и точно так же пришиваем на 25 петелек, как и с противоположной стороны. Соединила вторую боковинку. И теперь у меня осталось чуть-чуть совсем пряжи. Я использовала целый моток пряжи. Ниточку отрезаю, беру тонкий крючок и кончик нитки вот так закрываю, последнюю петельку. Вот таким образом. И кончик нити прячем внутри петель. И вот наша сумочка уже почти готова. И вот так она у нас будет выглядеть в закрытом виде. Полностью клапан закрывает сумочку. Теперь пришиваем кнопочки. Закончили, пришили магнитные кнопки. Вот так сумочка выглядит изнутри. В описании к этому видео я оставлю ссылку на мастер-класс о том, как шить подкладку для сумочки кроссбоди. По размеру сумка получилась небольшая, примерно 23 на 15 сантиметров. Также я прикрепила к ней цепочку. И у меня ушел ровно один моточек пряжи. Если у вас осталось чуть-чуть пряжи, вы можете сделать сюда еще короткую ручку или кисточку для сумочки, либо вязаный ремешок. Но в основном одного моточка пряжи хватает именно вот для вязания всей сумки кроссбоди. Желаю вам приятного вязания. Отмечайте меня на ваших работах в инстаграме. Мой аккаунт nitka.kz. Мой хэштег нитка, нижнее подчеркивание МК. Всем желаю приятного вязания и до новых встреч!